Доброго времени суток. Вчера мы вернулись с Жилович, с традиционного уже 16-го по счету турнира, посвященному Дню освобождения Слонима. Я заранее хочу сказать, я был, с детьми, естественно, ездил на первые турниры. И вот, когда мы заехали в городок, я чуть-чуть его не узнал. Очень сильно все поменялось. Естественно, в лучшую сторону произошла очень большая реконструкция по городу. Ремонты, большие ремонты произошли, где-то что-то достроили. И сразу впечатление очень сильное произвели Жиловичи. То есть и раньше, в принципе, когда мы приезжали, конечно, это центр православия, то есть очень интересное, очень красивое сооружение православного культа, церкви. Очень все, конечно, и раньше было интересно, красиво, приятно. Но сейчас, конечно, совершенно другой уровень. Что-то достроили. Колокола. Мне очень, кстати, понравились колокола, которые, по-моему, в 2020 году установили. То есть тоже так. Тоже стоит посмотреть. Даже, звон, я даже слышал звон, то есть, шикарно, просто шикарно. Играли мы в традиционном месте, и что очень хорошо было, что там тоже был произведен такой маленький ремонт, и действительно дни были очень жаркие, но в том месте, где играли, было прохладно, и я считаю вообще, шикарно потому что, я бы, может, сказал, неправильно, может выразиться, климат в зале был просто супер. Потому что, в других местах, и даже во многих местах я знаю, что очень сложно было бы играть в эту погоду, но там все было великолепно. Особая, конечно, благодарность Александру Владимировичу Анисько, который традиционно организовывает этот турнир. И, надеюсь, улягутся многие неурядицы, которые были, и очень много будет, большее количество людей, потому что я помню первые турниры реально очень много участников было. Сейчас, конечно, поменьше, но это из-за, наверное, политических каких-то моментов. Поэтому, получается, как получается. Но, тем не менее, я всем говорю, что турнир становится с каждым годом все лучше и лучше. Поэтому советую туда приезжать. И очень хорошо мы провели время, эти 4 дня. Я, кстати, искупался тоже в купели. То есть, считается целебная купель. Я шучу, что искупался 1,5 раза. То есть, один раз я ходил 3 раза полностью, окунулся в купель. 2 раз я уже что-то как-то не решился, потому что вода такая с источника достаточно для меня холодная. Было, я уже так наполовину, можно сказать. Хотя теоретически для шашистов нужно было и полностью, потому что надо было, все-таки с головой, не получилось. Результаты турнира вы можете посмотреть на сайте Белорусской Федерации шашек. Сегодня, чтобы вас не утомлять, один очень хороший фрагмент. Играла Аня Запородских белыми. Не совсем так получилось в партии, как я покажу, но идея была очень интересная и я думаю, что очень полезная. Это позиция. Ход белых. Аня чуть-чуть по-другому пошла, но был выигрыш очень симпатичный. И я там чуть другие варианты посмотрел по позиции. Выигрыш, идея такая, 42-38. Конечно, основная мысль, то есть на А11-17 провести этот удар. И именно это 100 клетки, надо бить большинство. И 29-23 бой на 2.
Далее, давайте другие варианты здесь посмотрим. Ну, понятно, 12-17 нельзя. Я даже не буду показывать вот этот момент. То есть на 20-24 такая позиция, я считаю, что это такой мини-шедевр. Очень хорошая. То есть форсированная. На этот ход можно сразу удар проводить. Вот этот вот. Но можно и не проводить. Так тоже будет выигрыш. Вот. То есть ходить тоже некуда. Сюда, ну вот. Тут, наверное, как угодно. Ну вот видите, мини-шедевр такой вот. 42-38. И идея еще так. Ну это... Видите, такая позиция. Наверное... Много каких-то других участников я не смотрел, но вот то, что смотрел, конечно, партии, вот это мини такой шедевр. Еще, я думаю, если все нормально, еще я покажу, то есть уже не буду рассказывать про то, как мы были на соревнованиях желающих, чисто партии покажу. Есть еще одна партия, очень хорошая в Лане, поэтому, наверное, еще, если будет возможность, то я еще покажу в комментариях. Так, ну вот здесь вот один момент мне... Давайте я покажу еще. Если 43-38. Ну вот первое, что главное, что лишается, вот здесь вот лишается, видите, вот этого удара нету. То есть там 37-31 получается, и вот здесь 9-14, и вот этот вот удар 16-21 и так далее грозит. То есть 40-35. Бой на 26, поэтому... Здесь на 9, то есть уже здесь 11-17 можно. Ну, вот такая вот позиция, видите, 42-38. Ну, эта позиция стандартная, она где-то уже была. По базам я не буду пробивать, но позиция, понятно, была, и она очень симпатичная. И что еще хочу сказать, в этом году я тоже, вот я не играл турнир, хотя можно было сыграть, но у меня там есть моменты, во-первых, я очень устал, еще отпуска не было, поэтому как-то не рискнул чисто по здоровью, ну и у меня там чисто технически сложно всегда играть, потому что если я везу тренерам детей, то у меня... Проблемы, если я сам играю, могут возникнуть проблемы по работе. У нас там система такая есть своеобразная. Поэтому вот в этом году, если у кого-то будут вопросы, почему не играл, потому что когда я был там, очень много задавал мне этот вопрос, поэтому вот такой, можно сказать, ответ. Итак, вот о чем я сегодня хотел сказать, в принципе, и до новых встреч.